В омский приют поступила миниатюрная и крайне растерянная собачка, которая тряслась от холода и поджимала ушки, когда ее нашли на улицах. Судя по поведению найденной крохи, ей пришлось очень несладко. Симпатичную девочку назвали Пушинкой, ее внешний вид очень даже соответствовал этому легкому имени. Волонтеры предположили, что она могла быть результатом смешения шпица и беспородной собаки. Поначалу Пушинка тряслась и всего боялась, сидела, прижав ушки и испуганно озираясь вокруг. Но со временем она привыкла к условиям приюта, освоилась и начала деловито прогуливаться по его территории своими маленькими лапками. При поступлении в приют Пушинке было всего 3 месяца, но уже тогда было понятно, что эта девочка дальше расти не будет. Игривая и любопытная малютка была прекрасным кандидатом на проживание в квартире, и волонтеры надеялись, что ей удастся быстро найти подходящую семью. Такой компактной собачке сложно было сидеть в приютском вольере или в будке. В пасмурный летний день в приют приехала молодая пара. Ребята очень хотели взять себе питомца, и их выбор пал на очаровательную Пушинку. «Хотим поблагодарить вас за нашего питомца», пишет в социальных сетях хозяйка Пушинки Елизавета. Почти год назад мы взяли в приюте Пушинку. Эта милашка по сей день не перестает радовать нас, а мы счастливы, что смогли стать для нее любящими и заботливыми хозяевами, смогли подарить хотя бы одной собачке дом. Сначала было очень нелегко. Адаптация длилась не меньше месяца. Она долго побаивалась мужа и боялась ходить по квартире, спала только в прихожей под входной дверью. Ободрала нам все обои в коридоре и вырвала кусок линолеума, 3 раза перегрызала провод от кабельного телевидения. В общем, первые пару месяцев мы не скучали. Но это все пустяки по сравнению с ответственностью, которую мы обрели, когда завели домашнего питомца. Немного терпения и воспитания, и теперь у нас есть потрясающий друг, член семьи, а мы есть у него. Хозяева дали Пушинке шансы, несмотря на все ее шалости, проявили терпение. Это дало свои плоды, и теперь собака приносит своей семье только положительные эмоции. Если вы хотите взять животное из приюта, помните, что оно может не сразу вести себя идеально в новых условиях. Дайте хвостикам время, покажите им, что любите их, результаты не заставят долго себя ждать. Дорогие зрители, если вам понравилась история, пожалуйста, поделитесь ей. А также не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.